Если у вас есть маленький ребенок, то я со стопроцентной вероятностью уверен, что вы сталкивались с ситуацией, что пришла такая к врачу, а он тебя назначал в 3 короба, и непонятно, а что вообще со всем этим делом делать. Я это все к тому, что огромное количество препаратов на сегодняшний день на территории Российской Федерации используются, хотя к современным рекомендациям они никакого отношения не имеют. Поэтому в этом видеоролике я вам расскажу про топ-5 препаратов, которые я никогда и ни при каких водных данных как врач не назначу и вам, соответственно, не рекомендую. Я вам напоминаю, доктор Владислав Чинчак, врач-терапевт-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию. Итак, поехали. Ну, наверное, если бы можно было бы сделать самый топ из топов по лекарственным препаратам, то вот, номер один, я думаю, это будет из серии «Спасибо, Заюш не знала», в нашей прекрасной гонке займет прекрасный препарат Виферон. Я думаю, вы все про него неоднократно слышали, и понятное дело, что первое, что приходит в голову маме, когда у нее ребенок заболел ОРВИ, это засунуть свечку в жопку, дабы как-то ребенку помочь, ведь врач же нам порекомендовал. Ну а что нам говорят современные западные рекомендации? А спойлер, ничего, по той простой причине, что Виферон не работает. Почему он не работает? Давайте с вами разберемся с тем вообще, что такое, в принципе, этот Виферон. Виферон — это альфа-интерферон в свечках. То есть интерфероны — это такие белки, которые не то, что там поражают вирус, как-то с ним сражаются, что-то с ним там пытаются сделать, они просто активируют наш иммунитет и помогают ему замечать вирус. Правда, интерфероны работают только в очень больших дозировках. Ну и, соответственно, путь введения у них совершенно другой. То есть это в мышцу в попу колят, да, или, соответственно, внутривенно вводится. Вводятся эти препараты в больших, еще раз, дозировках. Это не то, что вот этот вот там Виферон в свечке помогает при там каких-нибудь гепатитах, онкологиях или там рассеянном склерозе. Понятное дело, что наши с вами маленькие лялики в группу риска по этим заболеваниям особо не входят, да, скорее всего. Ну и понятное дело, что с ОРВИ это никаких ассоциаций, корреляций не имеет. То есть, если резюмировать в контексте Виферона, то первое, если открывать инструкции к интерферонам, которые по своей природе и являются Вифероном, то в инструкции нет никаких данных за то, что это помогает при ОРВИ. Второе, тоже не менее интересное, жопка маленькой ляльки — это не самый лучший путь введения, соответственно, этого препарата, потому что он там попросту не всасывается. Ну и, наконец, третье, что исследований, которые подтверждают эффективность вообще этой терапии в контексте ОРВИ, их попросту нет. Слукавил вам. Они есть, но там огромное количество методологических дыр, и все эти исследования выпускаются этими же самыми компаниями. То есть, понятное дело, что к реальности это никакого отношения не имеет. Но вы спросите: доктор Чинчак, а что же тогда делать, если мой маленький прекрасный лялик заболел ОРВИ? Ну, лечить же чем-то все это удовольствие нужно? Конечно, нужно. И лечится любая ОРВИшка симптоматически. То есть мы с вами, как родители, должны давать пить больше жидкости, соответственно, если этот супер маленький лялик там первых месяцев жизни, то это, понятное дело, грудное молоко, то есть обеспечиваем покой и просто-напросто ждать 5-7 дней в среднем, это стандартная длительность ОРВИ. Ну и, понятное дело, жаропонижающие по показаниям. Ну, я не говорю уже про промывание носиков там и всех вот этих вот антуражей, которыми мы облегчаем симптомы. Но это, одним словом, называется симптоматически. Все. Больше со всем этим ничегошеньки нам с вами делать не нужно. Следующий гость нашей с вами сегодняшней прекрасной программы, излюбленный мой достаточно гость, о котором я очень много говорю в контексте колик, газиков и всего вот этого вот, с чем сражаются родители на первых месяцах жизни, это, конечно же, прекрасные противоколиковые препараты. На рынке их огромное количество, просто колоссальнейшее. Это могут быть какие-нибудь там симметиконы, спумизаны, это могут быть фенхели, укропные водички и т.д. и т.п. Если опять обращаться к авторитетным источникам и исследованиям, я вам сейчас вот буквально цитирую, американская коллегия гастроэнтерологии пишет, что доказательства эффективности симметикона при вздутии неубедительные. UpToDate, это одна из крупнейших медицинских баз знаний там на территории США, тоже отмечает, что нет убедительных данных в пользу использования этого препарата при коликах. Ну и, конечно же, 2 систематических обзора, достаточно большие и серьезные, не нашли доказательств, что симметикон помогает младенцам. Выводы здесь делайте, мои маленькие рыбки, самостоятельно. Я понимаю,
понимаю, что нет убедительных данных за то, что это как-то может навредить или сделать хуже, и в то же время я понимаю, почему это назначается и почему это принимается, потому что тревога родителей иногда доходит до таких параноидальных шизофрений, да, что непонятно, что делать, но вот что-то вот нужно же сделать, и вот эти вот противоколиковые являются таким инструментом, да, что вот что-то можно как бы со всем этим делом сделать. Ну и, кстати говоря, для супертревожных родителей и мам мы создали очень классное сообщество, где вас ждет поддержка 24/7 от докмед-докторов, это наш с вами прекрасный антитревожный бот, огромное количество полезных лекций, ну и, конечно же, общение и комьюнити с такими же родителями, как и вы. На мой взгляд, это безумно ценно, настоятельно рекомендую, все переходим, подписываемся, ссылочка будет в описании под этим видеороликом. Но вы опять спросите: доктор Чинчак, ну хочется же как-то маленькому лялику помочь, есть у нас что-то доказательное? Конечно, есть. Если из доказательного, то это просто и исключительно взаимодействие с ребенком. Носим на руках, качаем, следим за правильным глубоким захватом, да, чтобы ребенок, когда сосет грудь, не заглатывал вместе, соответственно, с грудью воздух. Ну или когда мы говорим про адаптированную молочную смесь, да, обращайте свое внимание, чтобы не было вот этих вот чавкающих звуков. Вот если этих чавкающих звуков нет, то, скорее всего, все окей. Ну и, конечно же, помним про наше с вами любимое высаживание, о котором я толдычу буквально постоянно, когда говорю про колики, газики и все вот это вот удовольствие. Это отличнейшим образом помогает испражнять кишечник, потому что вот именно в позиции, когда коленочки у нас с вами приведены к грудной клетке, кишка значительно легче опорожняется. То есть ей проще выводить все вот эти вот каки-бяки, там газики и т.д. и т.п. Следующая рекомендация прямиком из неонатологии. Я думаю, что достаточно большое количество мам сейчас содрогнутся и поймут, что они давали лекарственный препарат просто так. Это, конечно же, наш любимый Урсофальк. Давайте начнем с того, что Урсофальк — это хороший препарат, в отличие от там препаратов против коликов и противовирусных препаратов. Он имеет доказательную базу, и он реально эффективен. Но, правда, эффективен он в контексте лечения прямой гипербилирубинемии, а не непрямой, на которую его очень часто назначают. То есть очень важно помнить, что физиологические желтухи, да, которые у нас случаются в период новорожденности, они случаются из-за того, что у нас отрастает непрямая фракция билирубина, не связанная. То есть, когда мы хотим как-то повоздействовать на непрямой билирубин, у нас есть всего лишь навсего два пути. Путь первый — это воздействие через кожу, всем известная фототерапия, и второе — это обильные кормежки. Все, больше мир ничего не придумал. Как-то прогнать эту желчь, там, я не знаю, и простимулировать там или еще что-то, мы, к нашему с вами большому сожалению, не можем, потому что это не входит в международные протоколы. Поэтому настоятельно рекомендую, если вам назначили Урсофальк, и вы, соответственно, мама маленького там новорожденного лялика первых месяцев жизни, то сразу же задать вопрос: доктор, а за счет какой фракции у нас повышен билирубин? Прямая, соответственно, или не прямая? Если он скажет не прямая и назначает Урсофальк, значит, надо куда-нибудь от этого доктора подальше бежать. Едем дальше. Следующий гость нашего с вами сегодняшнего прекрасного парада — это препарат Элькар. Я думаю, вы все про него прекрасно слышали. Тоже, я думаю, неоднократно вам его назначали. Что же это у нас с вами вообще такое? L-карнитин — это вещество, которое, организм вообще в идеале вырабатывает самостоятельно в достаточном количестве. То есть он помогает клеткам получать энергию из жиров. Если говорить про инструкции, международные рекомендации, у нас есть два показания для использования Элькара. Первое показание — это если у нас не вырабатывается свой L-карнитин, соответственно, и второе, если у нас какая-нибудь терминальная стадия почечной недостаточности, да, соответственно, если человек на гемодиализе, знаете, да, искусственную почку, когда, допустим, крутят, это да, здесь вопросов никаких нет, но больше в международных рекомендациях показаний к Элькару никаких нет. Правда, оговорочка: в современных рекомендациях никаких больше показаний нет. Если мы говорим про рекомендации на территории Российской Федерации, да, то у нас в инструкции к Элькару указано 15, аж целых 15 различных показаний, начиная от развития речи до улучшения каких-то спортивных результатов. Поэтому, если резюмировать про Элькар, огромное количество мифов. Он не помогает при, соответственно, задержке развития, задержке роста, задержке моторного развития, нет убедительных данных и нет доказательств
доказательств. Он не улучшает там никакую энергетику, как это периодически описывают, да, что там помогает лучше там восстанавливаться, что-то усваивать и т.д. и т.п. Ну и, конечно, он еще раз не входит ни в какие международные рекомендации. Не по гипоксии, не при гиптонусе, на который тоже очень часто этот препарат назначается. Следующий, один из моих самых любимых и часто назначаемых препаратов неврологами, это препарат Пантагам. Это такой ноотроп, который как бы никто не просил, но очень часто он у нас с вами назначается. То есть, если у ребенка какой-нибудь там гипертонус, задержка развития, или мама жалуется на плохой сон, там, да, или наоборот там, на какую-нибудь там гиперактивность или еще что-нибудь, то вот невролог вам в обязательном порядке выпишет Пантагам. Что такое вообще Пантагам? Пантагам — это ноотроп, это средство на основе гапотеновой кислоты. То есть в теории она помогает нервной системе. Но, правда, с точки зрения, опять, доказательной медицины, убедительных данных, что он работает, нет. Ну и на вопрос, зачем его назначают, конечно же, у меня для вас аж целых 3 ответа. Потому что его назначали раньше, это такая у нас совковская методика, механика, пришедшая еще давным-давно. Во-вторых, он для нервов, да, судя по инструкции, по всему этому делу. Ну и в-третьих, так маме спокойнее. И, соответственно, есть какое-то решение всех проблем, да, одной таблеточкой, как мы с вами все это дело любим. Ну и если говорить про какие-то там глобальные исследования, да, то в Японии его изобрели еще 12 лет назад, ну и сами же запретили. По той простой причине, что начались самые разнообразные побочные там эффекты и действия от него получать. Из серии там кома от него может случиться, ну или какой-нибудь синдром Рейе, который по своей природе может привести и к летальному исходу. Ну и тоже одно из очень интересных плацебо-контролируемых исследований, когда было 2 группы детей с СДВГ, и улучшение получили обе группы. Соответственно, группа, которая принимала Пантагам, получила 68% улучшения, а группа, которая не принимала Пантагам, получила 61%, соответственно, улучшений. Ну, к разговору о том, что как бы сомнительно, но хз, поэтому как бы настоятельно вам не рекомендовал. По той простой причине, что как у любого, соответственно, лекарственного препарата есть ряд побочных действий, ну, которые я вам описал частично, да, но это уже что-то такое вот фатальное, да, при каких-то длительных там приемах и при больших дозировках. Если говорить про что-то там не совсем фатальное, да, то это самое настоящее нарушение сна, угнетение сознания и головные боли. Ну и понятное дело, да, что вроде как пытаемся ребенку нервную систему подлечить, а на самом деле делаем значительно хуже. Поэтому, рыбоньки мои, пожалуйста, вот будьте предельно бдительны и внимательны с этими лекарственными препаратами, о которых я вам сегодня проговорил в контексте данного видеоролика. Понятное дело, что они назначаются повсеместно, этого очень много, и периодически материнская тревога берет вверх, и кажется, что, как бы, ну, если доктор назначил, значит, может быть, вот конкретно в этом случае это эффективно. Нет, в контексте тех препаратов, которые я вам сегодня описал, это неэффективно, это неправильно, и мало того, это может потянуть за собой огромное количество побочных реакций. На сегодня у меня все. Если вам понравился данный видеоролик, не забываем ставить лайки и подписываться на мой YouTube канал. Но если хочется посмотреть что-нибудь еще, то сейчас у меня на экране появилось еще 2 моих прекрасных видеоролика. Всем пока!